Здравствуйте, мои дорогие! Спасибо, что заглянули на мой канал. В этом видео я хочу поговорить о YouTube-канале. Я создала свой YouTube-канал 3,5 месяца назад. Теперь нас уже более 5000 подписчиков, 5300, по-моему, на сегодняшний момент. И я подумала, что это очень хороший повод поговорить об этом. Также я расскажу немножечко за кулисами, что происходит, как устроен YouTube-канал. И, может быть, кто-то найдет вдохновение в этом видео для того, чтобы создать свой YouTube-канал. И все равно хочу начать с того, что сказать вам большое-большое спасибо, друзья. Я очень счастлива, что вы мне доверяете, что вы со мной, что вы меня поддерживаете, что вы пишете комментарии. Я очень этому рада. Кто впервые на моем канале, меня зовут Олеся, я живу в Новой Зеландии. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайк, подписывайтесь и присоединяйтесь в нашу компанию. Как я создала YouTube-канал? Идея создать YouTube-канал у меня преследовала давно. Я думала, какую-то информацию полезную я прочитаю, я думаю, было бы хорошо поделиться, какие-то свой жизненный опыт передать. То есть мне очень хотелось делиться, то есть мне хотелось самовыражаться. Такие были у меня пожелания от YouTube-канала основные. Но сложно было мне начать. Я могу сказать, что, наверное, я годами думала. Несколько лет. Вот так вот. И в какой-то в один день, это было конец апреля, я просто включила камеру. Я была в гараже с Крисом. И даже поставила неправильно телефон. Я поставила вместо горизонтального формата вертикальный. Потому что я не знала, что YouTube-канал это горизонтальный формат. И записала видео, как я меняю там катушку. В общем, ерунда. Вообще никакой смысловой нагрузки. Пожалуйста, не смотрите это видео. Оно просто чисто просто символичное стоит у меня на канале. И я решила загрузить. Загрузила. Потом несколько шортс загрузила. И это мне немножко дало хотя бы, знаете, такое чувство, что я сделала то, что я обещала. Это все меня вдохновило на видео про прокрастинацию, к которому я уже готовилась. Писала скрипт, читала его. Я его не читала, я не читаю скрипт, когда я говорю, но я к тому, что я готовилась. И очень волновалась перед этим видео, и во время видео, и после. И когда люди мне говорят, у тебя такие глаза печальные, у тебя даже что-то случилось, я могу вам сказать, для меня всегда стресс, говорить на камеру, ты попробуй поговори еще 10-15 минут и улыбаться, когда ты говоришь про прокрастинацию, например, или еще про что-то. Я не знаю, может, когда-нибудь я научусь, верьте в меня. Так вот, это видео я не хотела выкладывать, выложила, все-таки нашла в себе силу, думаю, ладно, все равно никто смотреть не будет. Я была убеждена, что я себе дала установку, что 6 месяцев никто не будет смотреть, кроме моих друзей и родственников. Но для меня, конечно, удивление, что за 3,5 месяца такой успех, который я не беру на себя. Я считаю, что это если бы вас не было, если бы не было бы ваших комментариев, ваших идей насчет видео, потому что, смотрели эти видео мои друзья, мои родственники, мои коллеги. Потом появилось видео, где моя подписчица спросила у меня, как мы переехали в Новую Зеландию, сделайте видео. И я сделала. И это видео вызвало большой интерес. Поэтому, конечно, это наш успех. Если бы не было таких вопросов, то в этом случае, я не знаю, рассказывала я все про прокрастинацию, никто бы не смотрел. Что касается, если вдруг вы думаете о создании своего канала, то я бы вам советовала, хоть что-то, просто хотя бы начать с шортсов, может быть, какое-то маленькое видео сделать и выложить его, потому что
здесь еще у меня было, например, какие-то боязни. В социальных сетях, например, у меня нету аккаунта. И для меня вот выложить какое-то персональное такое вот видео, как-то морально мне тяжело было. Поэтому если вы из таких людей, как я, то выложите маленькое что-нибудь. И тогда вы немножечко становитесь, как бы привыкаете к этой мысли, и уже вроде как не так сложно. А для чего я создавала? Я создавала канал, первое, для самовыражения. То есть мне хотелось что-то создавать, мне хотелось использовать свой творческий потенциал, мне хотелось делиться с людьми своим каким-то опытом, какой-то полезной информацией о людях, которые я встречала, например, о танго, о Крисе, потому что мне хотелось, чтобы люди в подобных ситуациях, как вот Крис, да, чтобы, ну, не знаю, как-то поняли, что они не одни, что есть вот человек, как Крис, и он очень такой достаточно жизнелюбивый человек. И потом мне очень хотелось про деменцию сказать. Все эти вопросы меня интересовали. Что касается ниши, то у меня вначале не было понимания, ну, о чем я буду говорить все время. То есть приходили какие-то идеи, да. Но сейчас я вообще говорю о Новой Зеландии, это вот благодаря и вашему интересу. Просто вам интересно, и я думаю, ну почему бы нет? Если есть интерес, то, конечно, ну, я готова говорить и о Новой Зеландии, и об Австралии. Это не противоречит моим каким-то правилам. Поэтому это все менялось постепенно в зависимости от того, как вы реагировали на мои видео. И если смотреть на аналитику, то вначале у меня в основном публика была зрителей из Узбекистана, как-то меня туда занесло, и это были в основном мужчины молодые. Спасибо вам, друзья. Они никогда ничего не писали, но это было начало такое. Я так смотрела по аналитике, думаю, интересно. Ну вот. Но я знаю, что сейчас из Узбекистана у меня много подписчиков, и мне пишут там «Привет из солнечного Ташкента» и так далее. Спасибо вам большое. Совет, если вы не знаете своей ниши, но хотите создавать канал, начните с того, что вам интересно. Так, что я приобрела вот со своим каналом? Вначале у меня были такие мои ожидания, да, что я как бы это мой путь самовыражения, систематизации знаний, как-то улучшить навыки вообще ораторского такое искусство, что ли, уметь работать на камеру, создавать видео, улучшать навыки по созданию видео. Но это все, в принципе, я удовлетворила все эти потребности. Но я еще приобрела просто то чувство, которое я не ожидала, что оно у меня появится. Это чувство такое, какое-то единство с вами, солидарности какой-то, сплоченности. Действительно мощное чувство. Вы знаете, я действительно о нем не думала. Я поняла это тогда, почувствовала, когда я увидела комментарии. Кто-то написал: а я из Киева, я из Омска, я там из Казахстана, я из США. И я стала понимать, как мне это нравится, как это чувство, оно настолько, как бы, оно очень сильное, друзья. Я даже за него, только заодно, готова была бы создать YouTube-канал. Слушайте, спасибо вам. По поводу негативных комментариев, давайте поговорим по поводу, как это говорят, хейтеры, хотя я не знаю, насколько это хейтеры, просто о негативных комментариях. Если вы решили создать свой YouTube-канал, и вы не готовы к критике, и вы не готовы к негативным комментариям, то поработайте над собой. Потому что чем больше становится ваше видео популярное, тем больше появляется комментариев, и, конечно же, появятся негативные комментарии в том числе. И это просто нужно принимать как факт. Как я, какой у меня, наверное, вот подход сейчас уже сформировался. Первое, у меня канал не политический. Никаких политических и религиозных взглядов я на канале не освещаю. И также не собираюсь чьи-то менять. Да? Поэтому какие-либо комментарии провокационные или которые оскорбительные, я их удаляю, независимо. Просто я хочу, чтобы люди с разных уголков мира чувствовали себя
достаточно безопасно вот в комментариях на моей территории. Мне не всегда удается отследить. Но то, что мне удается отследить, потому что какие-то бывают, мне приходят нотификации, да, что, ну, комментарии, какие-то нет. В большинстве случаев, мне кажется, я так как бы понимаю, что вообще происходит там у меня в сообществе. Эти удаляю комментарии. Что касается каких-то вот, знаете, ну, оскорбительные комментарии тоже, это здесь нету даже каких-то у меня сомнений. Что касается негативных комментариев по поводу моей внешности, по поводу того, что я сиделка, по поводу того, что я там, не знаю, ну, много разных таких личных, меня это не трогает. А есть какие-то вещи, которые я удаляю, когда там, ну, такой, знаете, на грани. Но по сути своей, вы знаете, если вы думаете о создании YouTube-канала, постарайтесь поработать над собой, чтобы вот у вас внутри, вот здесь вот было вот, знаете, стержень такой. Неважно, кто что тебе говорит. Ты знаешь, зачем ты это делаешь, куда ты идешь, какая твоя жизнь, кто ты есть на самом деле. Вот эти все вопросы ответьте себе. И не важно, что вам сказали, какая у вас внешность, как вы плохо выглядите. Сделать круговую потяжку – это не проблема. Это вопрос приоритетов ваших и ваших жизненных ценностей. А знаете ли вы жизненные ценности? Это вот вопрос конкретно к вам. Подумайте крепко, если вы не готовы к критике, что сделать для того, чтобы быть готовым к этому. Что касается монетизации. Да, можно YouTube-канал сделать, монетизировать, то есть получать деньги за видео. К сожалению, ну вот Россия страна, где сейчас нету никакой монетизации, то есть от видео, которые смотрят зрители в России, это бесплатно. То есть никаких денег с России, ну, на создателям YouTube не идет. Там в дальнейшем, в зависимости от страны, я не очень вдавалась в подробности, в зависимости от страны. Насколько я помню, что в США самые просмотры, самые дорогие. Но здесь есть требования. То есть вам нужно 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра, то есть ваших видео. Я набрала очень быстро эти требования. Я думаю, через 2 месяца. Если вы думаете по поводу создания, опять же, создания YouTube-канала, вы думаете по поводу монетизации, то я бы вам очень хотела бы посоветовать следующее. Спросите себя, для каких целей вам все-таки канал? Это бизнес ваш или это самовыражение? Будете ли вы бесплатно продолжать делать видео? Является ли это первопричина как заработок? Так вот, если у вас ответ будет такой, что это первопричина, то я бы вам настоятельно не рекомендовала это делать, потому что, ну, не тот случай. Да, вы можете какие-то, может быть, ну, заработать, но вам все время нужно, если вы хотите делать хороший контент, нужно камеру, нужно еще что-то, какие-то, может быть, опять же, какой-то хороший свет купить. То есть вам нужно все время вкладывать для того, чтобы делать лучше и лучше качество своих видео. А заработки, ну, я не знаю, может быть, на англоязычную аудиторию заработки гораздо выше. Я вам покажу сейчас свои заработки. Поэтому делайте, думайте сами, решайте сами. В YouTube Studio вы всегда можете посмотреть аналитику, сколько вы зарабатываете, какая у вас аудитория, ну и так далее. Вот смотрите, самое популярное мое видео заработала я 22 доллара. Это американских доллара. А остальные вот 18 долларов, 13. Ну а там совсем копейки, то есть меньше даже 1 доллара. Когда ты тратишь на одно видео, там, не знаю, ну, день точно. Поэтому я не знаю, насколько это большой заработок. Ну и плюс еще у тебя подписки всевозможные. Значит, и всего получается вот за этот период, то есть за 1,5 месяца, у меня заработок 90 долларов американских. Так, в заключении, вот я уже подхожу к концу своего видео. Я бы хотела обратиться, сделать 2 обращения. Первое обращение к своим подписчикам, у которых есть свои YouTube-каналы. Друзья, напишите в комментариях, представьтесь,
Напишите, какой у вас канал, о чем у вас. Это будет и мне интересно, и, скорее всего, моим зрителям, потому что если у вас есть какие-то создатели YouTube-канала, особенно в Австралии, я знаю, что мои подписчики интересуются жизнью в Австралии. Поэтому напишите, я тоже посмотрю, и давайте так будем знать друг друга в глаза. А что касается людей, которых нет своих каналов, ну просто мои подписчики, то я хотела вам сказать, мне очень приятно, когда вы пишете свои имена и откуда вы. Я когда читаю, пропускаю это через себя, и потом, когда я вам отвечаю, мне приятно написать ваше имя. И кого-то я уже знаю. Кстати, особая благодарность тем людям, которые меня поддержали, вот особенно на начальных этапах, когда я только-только вот начала свой канал. Так вот, я помню ваши аватарки, я помню вот ваши имена, и сейчас, когда вы пишете комментарии, я вас очень хорошо помню. Я помню, какое чувство у меня было, когда одна из моих подписчиц пошла по всем моим видео, по всем моим шортсам и везде написала комментарий. Я помню, тогда меня это так тронуло. Большое вам спасибо. Я очень вам благодарна. Я желаю вам всего самого-самого доброго и увидимся в следующий раз. В следующий раз я постараюсь вам рассказать про мою поездку в Австралию, в Квинсленд. Это была короткая поездка, но однако я сделала немножечко видео, записала. Теперь надо как-то это все сложить вместе. Но это я сделаю на следующий раз. Всего вам самого-самого доброго и пока!